Знаете ли вы о том, что ВВС США создали нечто настолько продвинутое, что это уничтожит все? Сегодня я покажу вам новейшую авиатехнику, которая уже стоит или в скором времени поступит на вооружение американской армии. Поехали! Истребитель F-15X Eagle II. F-15EX Eagle II – это новейшая модернизация легендарного самолета F-15, созданная компанией Boeing. Этот истребитель разрабатывался для обновления авиационного парка Соединенных Штатов Америки, чтобы соответствовать современным требованиям ведения боевых действий. Приблизительная цена одной единицы F-15EX составляет порядка $87 миллионов. Общая же стоимость всей программы, включающей разработку, подготовку экипажей и логистические расходы, исчисляется несколькими миллиардами долларов. Работы над созданием F-15EX начались в 2018 после того, как ВВС США объявили о необходимости заменить устаревшие модели F-15CD. Первый экземпляр новейшей машины был передан американским военным в 2021 году. Выбор в пользу F-15EX был обусловлен сочетанием относительно невысокой эксплуатационной стоимостью и возможностью установки современного вооружения. Самолет предназначен для продолжительного использования в сложных боевых условиях и может находиться на вооружении вплоть до 2040-х годов. Длина самолета составляет 63 фута 8 дюймов, максимальный взлетный вес 81,5 тысячи фунтов. Размах крыльев 42 фута 8 дюймов. Самолет развивает скорость 2,5 маха. Практическая высота полета составляет 60 тысяч футов при дальности примерно 2400 миль. В зависимости от модификации в экипаж могут входить 1-2 человека. F-15X оборудован современными системами управления и электронной начинкой, радаром AN/APG-82, системой радиоэлектронной борьбы IPA-AVS-ES, а также кабиной с большими сенсорными дисплеями для облегчения работы пилотов. Кроме того, самолет интегрирован в сети обмена данными, что обеспечивает взаимодействие с другими воздушными судами и наземными подразделениями в режиме реального времени. F-15EX обладает значительной грузоподъемностью и гибкостью в выборе вооружения. Он способен перевозить до 30 тысяч фунтов боеприпасов на 12 точках подвески. В арсенал входят ракеты классов воздух-воздух и воздух-земля, управляемые бомбы, а также возможность интеграции гиперзвуковых ракет, включая перспективные разработки американских ВВС. Благодаря дальности действия до 750 миль без дозаправки, F-15EX может выполнять задачи на значительном удалении от своей базы. Самолет оснащен более экономичными двигателями. Самолет радиоэлектронной борьбы L3 Harris EA-37B. L3 Harris завершила поставку третьего самолета EA-37B Compass Track для нужд военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Эта модель оснащена улучшенной системой электромагнитной атаки, разработанной компанией BAE Systems. EA-37B, ранее известный под обозначением EC-37B, представляет собой специализированный самолет радиоэлектронной борьбы, созданный на основе платформы Gulfstream G550. Первый экземпляр EA-37B поступил на базу ВВС Дэвис-Монтан 23 августа 2024 года для проведения тренировок экипажа. Размах крыльев данного самолета достигает 93 футов 6 дюймов, а его общая длина составляет 96,5 футов. На борту установлены два двигателя Rolls-Royce BR700, способные развивать максимальную скорость 767 миль в час. Дальность полета EA-37B составляет 4410 морских миль. Самолет радиоэлектронной борьбы может подниматься на высоту до 45 тысяч футов и рассчитан на размещение до 9 членов экипажа. Учебный самолет T-7A Red Hawk. В Соединенных Штатах Америки разработали новую систему подготовки пилотов T-7A Red Hawk для военно-воздушных сил. Она подходит как для будущих пилотов тактических самолетов, так и бомбардировщиков. Первый учебный самолет Red Hawk поступит на базу ВВС Рандольф в 2026 году. Всего ведомство заключило контракт с компанией Boeing на поставку 351 учебного самолета на сумму $9,2 миллиарда. Самолет Red Hawk имеет ряд особенностей: сдвоенный хвост, один двигатель и уникальную кабину со стадионной посадкой, где кресло инструктора расположено выше кресла курсанта. Современная цифровая кабина оснащена характеристиками, которые схожи с истребителем. Это позволит курсантам получить улучшенную ситуационную осведомленность и подготовит их к реальным полетам. Новая система обучения на Red Hawk обеспечит более безопасный и реалистичный процесс подготовки по сравнению с другими системами обучения.
Хорошо, когда есть возможность оттачивать навыки вождения на специальном тренажере, чтобы в будущем не попадать в аварии. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Штурмовик L3 Harris OA1K AT-802U. Это легкий одномоторный штурмовик и разведывательный самолет с фиксированным крылом, разработанный совместными усилиями компаний Air Tractor и L, 3 Harris специально для программы вооруженного патрулирования командования специальных операций США. Базой для создания этой машины послужил сельскохозяйственный самолет Air Tractor AT-802. В рамках конкурса Armed Overwatch, который проводился для отбора подходящих самолетов, AT-802U Skywarden оказался победителем. 1 августа 2022 года было объявлено о подписании контракта между СОКОМ и производителями на сумму $3 миллиарда США, предусматривающего закупку 75 единиц данной техники к 2029 году. Длина штурмовика составляет 37,5 футов, а высота 13 футов. За бесперебойную работу отвечает турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney PT6A67F мощностью 1600 лошадиных сил. Запас топлива в крыльевых баках 320 галлонов США, в баках фюзеляжа 360 галлонов США. Штурмовик способен развивать скорость до 245 миль в час на высоте 10 тысяч футов. Дальность полета составляет 1500 миль. Авиабомба класса СДБ GBU-39. Авиабомба GBU-39 относится к категории управляемых боеприпасов малого калибра. Вес боеприпаса составляет 249 фунтов. Основное предназначение GBU-39 заключается в высокоточном поражении наземных целей с безопасного расстояния, минимизируя риск поражения носителя средствами ПВО противника. Благодаря своим компактным размерам и малому диаметру эта бомба может размещаться не только на внешних подвесках, но и внутри оружейного отсека самолета, что снизило его заметность и улучшило летные характеристики. Аэродинамическое крыло GBU-39 увеличивает дальность ее применения свыше 62 миль. При взрыве заряда весом 285 фунтов радиус поражения составляет 26 футов. При этом авиабомба способна пробить 5-6 футов железобетонного покрытия. Диаметр снаряда 7,5 дюймов, длина 6 футов. Масса взрывчатого вещества 37,5 фунтов. Беспилотник XQ-58A. Частная американская компания Kratos Defense, занимающаяся разработкой дронов, заключила контракт с Министерством обороны США в 2016 году на создание беспилотных аппаратов. Первый полет боевого дрона XQ-58A состоялся 5 марта 2019 года. В процессе разработки было проведено несколько этапов летных испытаний, разбитых на две фазы. Шестой этап испытаний, проведенный в марте 2001 года, стал первым случаем использования XQ-58A в качестве платформы для запуска малого многофункционального дрона Altius 600. Этот аппарат способен выполнять задачи наблюдения, радиоэлектронной борьбы и уничтожения вражеских беспилотников. Согласно данным компании Kratos Defense, длина XQ-58A составляет 29 футов 8 дюймов, размах крыла 27 футов, максимальная взлетная масса 5952 фунта, а полезная нагрузка до 1200 фунтов. Предполагается, что эти дроны будут способны развивать крейсерскую скорость до 511 миль в час, преодолевать расстояние до 3480 миль и подниматься на высоту до 46 тысяч футов. Эти характеристики делают их труднодоступными для большинства систем ПВО и сложными целями для пилотируемых истребителей. 2 апреля 2024 года Kratos Defense выпустила пресс-релиз, посвященный успешным испытаниям XQ-58A с оборудованием для радиоэлектронной борьбы. Вертолет MH-139A Grey Wolf. Grey Wolf — это военный вертолет, созданный на базе гражданского вертолета AW-139 для выполнения задач по поддержке межконтинентальных баллистических ракет и операций ядерного сдерживания в США. Разработан компаниями Boeing и Leonardo, он получил обозначение MH-139A.
Этот вертолет оснащен двумя двигателями и включает системы повышенной живучести, военную связь и навигацию. Кабина и салон защищены броней, а топливные баки имеют ударопрочную конструкцию и систему самогерметизации. Кроме того, Grey Wolf оборудован системой предупреждения о ракетной атаке и комплексом средств противодействия. Для обзора используются инфракрасные камеры. Кабина вертолета рассчитана на 15 человек. Экипаж вооружен двумя внешними пулеметами М240. Максимальная скорость вертолета составляет 192 мили в час, крейсерская 155 миль в час. Без дозаправки MI-139 может пролететь более 258 миль, оставаясь в воздухе до 3 часов. Самолет поддержки Е-7 Wedgetail. На базе авиалайнера Boeing 737 был создан новый самолет предупреждения и управления. Он получил ряд новейших доработок, которые значительно улучшили его характеристики. Главное отличие новой модели от предыдущей – использование активного радара с электронным сканированием вместо вращающейся антенны. Это обеспечивает охват на 360 градусов. Самолет Е-7 представляет собой гибкий узел управления и контроля. Он использует сетевое подключение, периферийную обработку, органическую связь и данные с датчиков. Это позволяет ему быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и эффективно выполнять свои функции. ВВС США намерены приобрести 26 самолетов Wedgetail. Ожидается, что первые два прототипа будут поставлены уже к 2027 году, а остальные будут готовы к 2032 году. Боевой конвертоплан В-280 Valor. В-280 Valor — это боевой летательный аппарат дальнего радиуса действия, который может выполнять различные задачи благодаря своей высокой скорости, маневренности и выносливости. Уникальная конструкция Valor позволяет ротору и приводным валам наклоняться, оставляя двигатели без поворотов. Конвертоплан способен лететь с крейсерской скоростью 322 мили в час, а его боевая дальность полета достигает 920 миль. Такие показатели позволяют V-280 Valor эффективно выполнять поставленные задачи и превосходить по маневренности обычные вертолеты. Летательный аппарат рассчитан на экипаж из 4 человек, а в кабине могут разместиться до 14 десантников. Заправщик KC-46 Pegasus. Компания Boeing разработала стратегический военно-транспортный самолет-заправщик KC-46 на базе реактивного авиалайнера 767. Первый KC-46 Pegasus был принят на вооружение ВВС США в 2019 году, а всего до 2027 года планируется закупить 179 таких заправщиков. Pegasus обладает внушительными размерами, которые позволяют разместить в нем 18 грузовых поддонов. Кроме того, самолет может перевозить 58 пассажиров или до 114 человек при выполнении военных операций. Максимальная вместимость топлива у KC-46 составляет 25 360 галлонов США. Он оснащен скрытой заправочной системой воздух-воздух, которая принимает топливо со скоростью 1189 галлонов США в минуту. Среди особенностей KC-46 можно выделить системы отображения информации и тактической ситуационной осведомленности, дистанционное видение оператора по технологии 3D и 2D. Связь, навигация и наблюдение обеспечены сетевой инфраструктурой. Максимальная скорость Pegasus может достигать 568 миль в час. Дальность его полета 7580 миль, а максимальная высота полета 40 тысяч футов. Боевой вертолет Defiant X. В конструкции Defiant X применены новейшие технологии. Ососная роторная система и усовершенствованная авионика делают вертолет эффективным для выполнения различных задач. Два ротора вертолета вращаются в противоположных направлениях, что обеспечивает ему ряд преимуществ. Повышенную маневренность, сокращение технического обслуживания и лучшую безопасность. Кроме того, вертолет работает тише, что позволяет использовать его в стелс-режиме. Авионика Defiant X включает новейшие датчики и камеры, которые обеспечивают пилотам ситуационную осведомленность на 360 градусов. Они могут видеть потенциальные угрозы во всех направлениях. Благодаря новой конструкции Defiant X способен развивать скорость до 340 миль в час. Дополнительный третий пропеллер обеспечивает большую тягу и скорость. Стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider позволит ВВС США к 2040 году заменить устаревающий Rockwell B-1 Lancer.
Б-21. Рейдер — это новая ступень эволюции стратегических бомбардировщиков ВВС. В нем применены технологии нового поколения и реализованы современные сетевые возможности. Самолет способен доставлять как обычные, так и ядерные бомбы, используя широкий спектр боеприпасов для нанесения ударов. Среди множества бомб и ракет Би-21 будет нести противобункерную бомбу ГБУ-57, бомбу ГБУ-31 JDAM со спутниковым наведением и крылатые ракеты JASSM-ER. Военная техника ВВС США находится в постоянном процессе модернизации, внедряя самые современные научные достижения. Американские вооруженные силы неустанно работают над развитием своего потенциала, чтобы удерживать преимущество в воздушных операциях, эффективно поддерживать сухопутные войска и проводить гуманитарные миссии. А на сегодня это все. До новых встреч!